сразу же началась эвакуация горняков. Известно, что внутри находились 285 человек. У меня вчера на Листвяжной с ночной смены остался близкий друг. Мы с ним с детства общались. Его не вывели из шахты. Метана было больше нормы, намного. От этого и взорвалось. Если бы лаву остановили, то все выветрилось бы, а им все больше угля надо. Уголь – это новая русская нефть. Мировые цены на каменное топливо растут вслед за постоянным увеличением спроса. Экономический бум в Азии подстегивает страны, богатые углем, наращивать и наращивать добычу. Россия никогда не продавала столько угля за границу, сколько в последние десятилетия. У нас горняков любят в стране, относятся с большим уважением к вашему труду, и к нужному, и интересному, и такому, как бы сказать, это, не рядовому. Кого-то угольный бум приведет в загазованную шахту, а кого-то к огромной личной выгоде. Мы топливо отнимем у чертей, свои котлы топить им будет нечем. Взорвано, уложено, сколото, черное надежное золото. Вот вам история из жизни журналиста-расследователя. 2 месяца назад я вдруг громко закричал: ну не может такого быть. Это просто невозможно. В тот момент мы наконец доказали ту невероятную историю, которую сегодня вам расскажем. Удивляться было чему. Прежде журналисты уже ловили Владимира Путина и его окружение на участии в громких экономических аферах. Но, во-первых, они произошли когда-то давно, а во-вторых, были тщательно замаскированы. Офшоры, номинальные владельцы, подставные друзья из деревенского детства. На этот же раз мы впервые видим, как афера развивается прямо на наших глазах. Все устроено так нагло и примитивно, что и вы начнете восклицать от удивления. А сейчас отправимся в шахту. 14 лет прошло с тех пор, как Путин картинно перед телекамерами отчитал одного из главных угольных магнатов, Игоря Зюзина. Все из-за очень важного для промышленности сорта – коксующегося угля. Игоря Владимировича Зюзина мы пригласили на сегодняшнее совещание, но он вдруг заболел. А между тем известно, что в первом квартале текущего года компания продавала сырье за границу по ценам в 2 раза ниже внутренних, а значит и мировых. А маржа где? В виде налогов для государства. Конечно, болезнь есть болезнь, но я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться. Иначе к нему доктора придется послать. И зачистить все эти проблемы. Не спешите переживать за Зюзина. Он с Путиным в итоге помирился, и проблема вообще не в нем. Нам важно зафиксировать, что тогда, в 2008 году, мировые цены на уголь начали бить рекорды, и российское руководство обратило на эту доходнейшую отрасль пристальное внимание. Такое, что у нашего президента появится в ней личный интерес. Но это я забегаю вперед. В последние годы угольщики так быстро богатели, что даже не особо заметили, как на российском рынке взошла новая звезда. Компания Колмар, существовавшая с середины нулевых годов, вдруг начала активную модернизацию, год за годом наращивая темпы экспорта того самого дорогого коксующегося угля. Это якутские шаманы просят у своих божеств ниспослать благодать. Повод важный. Совсем молодая компания Колмар запускает крупнейшую в России шахту – Инаглинскую. Современная история угольной промышленности Дальнего Востока и нашей страны пишется здесь и сейчас с компанией Колмар. Божества как будто услышали. Год спустя Колмар запустит еще одну шахту, и вот компания в топ-20 крупнейших угледобытчиков России. План на этот год вообще войти в топ-5. И это реально, потому что вместо мистических сил на стороне компании кто-то в российском руководстве. Колмару дают колоссальные преференции, это даже не скрывают. Разработка угольных месторождений Южной Якутии – классический пример государственно-частного партнерства. Созданы налоговые льготы и обеспечено федеральное финансирование строительства дорог и объектов энергетики. Это льготное финансирование со стороны Фонда развития Дальнего Востока было предоставлено более 3 миллиардов рублей.
3 миллиарда – это еще очень скромная оценка. На самом деле Колмар получил из госбюджета не меньше 11 миллиардов рублей. А уж сколько сэкономил на налоговых преференциях, не сосчитать. Дальше больше. Компания «Колмар» уперлась в неразвитость российской железной дороги. Оказалось, что угольщики не могут гнать уголь в Китай во все возрастающих объемах, так как БАМ и Трансип имеют недостаточную пропускную способность. Сейчас не проходит и месяца, чтобы Путин не подгонял строителей БАМа. Чтобы строить новые пути на Дальний Восток, уже отправили всю бесплатную рабочую силу, которую смогли найти. Военнослужащих страйбата и заключенных российских колоний. Одним словом, Россия уже несколько лет живет под еще сталинским лозунгом «даешь стране угля». Правда, кто и кому дает угля в случае с Колмаром долгое время было не совсем понятно. 9 лет назад компанию купили структуры путинского друга Геннадия Тимченко. Но он очень постепенно отходил в сторону, пока в 2018 году Колмар не оказался в руках некоего Сергея Цивилева. По очень странному стечению обстоятельств, всего через несколько месяцев он получит новый пост и передаст компанию своей жене Анне. Смотрите, как подобострастно ее принято приветствовать. И сегодня у нас гость, великолепная, неповторимая председатель совета директоров группы компаний «Колмар» Анна Евгеньевна Цивилева. Добрый день, Анна. Добрый день, Денис. Здравствуйте, Анна. Путин настолько благоволил «Колмару», что в 2018 году доверил основному владельцу компании, то есть Сергею Цивилеву, управлять целым регионом. Вам удалось вступить в должность исполняющего обязанности Кемеровской области в сложное время, но это должно вас настроить на эффективную работу, должно настроить и даже, я бы сказал так, мобилизовать все ваши качества положительные. У вас их достаточно, вы их проявили на различных местах весьма и весьма достойно. Кузбасс важен не только как главное место добычи угля. Это сложный регион. Тут исторически сильны коммунисты, а шахтеры были готовы выйти на массовые уличные протесты. Чтобы получить эти 35 тысяч, мужики ради семьи, не ради денег, идут в шахту, работают. И, честно скажу, нарушают технику безопасности, потому что по-другому нельзя. Поэтому долгие годы Кремль предпочитал не трогать губернатора Амана Тулеева. Он старел, выживал из ума, но протестов не допускал, пока в 2018 году не случилась беда. Кадры видеонаблюдения, что-то вспыхивает и огонь молниеносно начинает распространяться. Люди в панике бросаются в стороны. Камера находится достаточно далеко, но в считанные секунды черный дым вот уже перед объективом. Меня назначают, меня не выбирают, понимаете? Я еще раз говорю. Это вообще не родственники погибших. Это вообще те, кто постоянно мазатерит. Во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, больше половины – дети. Тулеев реагировал совсем неадекватно, и тогда Кремль решился заменить его на нашего героя Цивилева. Вы наверняка запомнили его по двум противоположным поступкам. Вот он опускается на колени перед родственниками жертв трагедии. Всегда в тяжелой ситуации. Всегда в тяжелой ситуации. Когда было действительно больно и трудно. Всегда на Руси. Люди становились на колени, просили друг у друга прощения. А вот он забывает о скорби и ругает мужчину, потерявшего в огне жену, 3 детей и сестру. Вы спокойно разговариваете с людьми? Молодой человек, вы что, хотите попьяниться на горе? Нет. Тогда горе. У меня погибла Востриков, сестренка Слобода, Алена Игоревна, жена Вострикова Елена Сергеевна, 3 детей, 7, 5, 2 года. Попьяниться пошел, да? Уже почти 4 года Цивилев возглавляет Кемеровскую область. Ну, как возглавляет? Многочисленные источники рассказывают нам, что истинным руководителем Кемеровской области не обязательно работает сам Цивилев. Дело в том, что многими важными вопросами в регионе
заправляет супруга губернатора, та самая, вместе с которой он и покупал компанию «Колмар». Всем тем, кем я хотела стать и хочу, я стала. Кадры, которые вы сейчас видите, в чем-то комичные, но очень характерные для Кемерово. Сергей Цивилев награждает медалью за служение Кузбассу Анну Цивилеву, да, вы не ослышались, собственную жену. Вот этой работой, этой синергией треугольника вершин власти, бизнес и общества, очень успешно реализуем национальные проекты. То есть вот эта программа, которую заложил Владимир Владимирович Путин в нашем регионе, она наиболее успешно реализуется. Чем же Цивилева так послужила Кузбассу? Муж назначил ее руководителем Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Сложное название. Если коротко, то за счет местного бизнеса он как бы оказывает людям помощь. Какую? Даже стыдно смотреть. Благодаря попечителю оказана помощь тройняшкам, которых воспитывает один папа – Антон Вайбендер. Мама ушла из жизни, когда ребятишки были еще совсем маленькими. После обращения в совет детям приобрели новые очки. Теперь настал момент объяснить, что же на самом деле происходит в Кемерово. Для этого нам надо вспомнить эпоху, изображенную на карте за моей спиной. Когда-то в Древней Руси, как, впрочем, и в других странах, существовало такое понятие – удельное княжество. Это когда стареющий правитель, князь, делил свои земли, раздавая их наследникам. Наследники потом нередко ссорились, воевали между собой и уж непременно обкрадывали подданных. В большинстве развитых стран эта эпоха давно ушла в прошлое. Теперь наместники там выбираются по профессиональным качествам, а не с точки зрения родства с правителем. А в России эпоха удельных княжеств, кажется, наоборот, вернулась. А теперь переносимся в наше причудливое средневековье. Итак, стареющий сюзерен Владимир Путин уже 22 года управляет Великим княжеством Московским, которому подчинен важный и когда-то мятежный Кемеровский удел. Как гарантировать лояльность Кемеровского удела? Все очень просто. Вспоминаем учебники истории. Надо назначить местным феодалам кого-то, кто связан с Путиным кровными узами. Голосование – это выбор, это активная позиция гражданина России. На мой взгляд, это долг каждого прийти и сделать свой выбор. А вот теперь к черту загадки. У меня в руках не учебник по истории Средневековья и не какая-то там секретная выписка. Это, хоть и всеми забытая, но общедоступная биография Владимира Путина. И именно здесь содержится ответ на вопрос, кому отдали миллиардный угольный бизнес и огромный угольный же регион с населением почти в 3 миллиона человек. Вот здесь сам Владимир Путин советует автору книги Олегу Блоцкому пообщаться с его двоюродным братом Евгением. Мол, тот лучше помнит историю семьи. И вот, кстати, их совместная фотография. Владимир Путин с супругой Людмилой, его родители. Вот тот самый двоюродный брат Евгений с женой Дией. А теперь знакомьтесь. Анна Евгеньевна Путина, двоюродная племянница президента России. Мне кажется, или она кого-то напоминает? Ну не может же такого быть! Слушаю вас. Алло, Анна Евгеньевна? Да. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Рубин, я журналист издания «Агентство». Можно один вопрос вам буквально задам? Просто хотел вас спросить, а кем вы приходитесь Владимиру Путину? Господи, вот вопрос-то какой-то нелепый, мне кажется, у вас. Почему? Потому что это наш президент. Конечно. Кто это? А вы ему... Я вопросы не поняла. Ну как, хорошо. А я гражданин России. А Евгений Путин кем вам приходится? Понятия не имею. Вы не знаете такого человека? Анна Евгеньевна, тогда знаю. можно я вам задам такой вопрос? Ну ладно, всего доброго. Не хочу разговаривать и не буду с вами. Всего доброго. Журналисты еще 10 лет назад могли бы докопаться, кому на самом деле принадлежит компания «Колмар». Намеки были буквально разбросаны вокруг этой истории. Но докапываться было некому. Все доказательства можно найти в этом доме, в Иваново. Уже знакомая нам семья двоюродного брата президента Евгения жила в типичной хрущевке. Дом номер 33 по улице Сакка, запомните этот адрес. Здесь в 1967 году родился Михаил Евгеньевич Путин. Он выучился на врача, но прославился уже после 50 и не на этом благородном поприще.
Двоюродный дядя, в смысле Путин, отдал ему газовую промышленность, сделал из неизвестного ивановского медика ни много ни мало заместителя председателя «Газпрома». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда представил дело так, как будто это назначение – случайное совпадение. Насколько мне известно, он действительно является дальним родственником президента. Мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение, то есть фактически они не общаются. Но какое-то дальнее родство действительно есть. Очень смешно, но к Пескову мы еще вернемся. А пока к обещанным доказательствам в Ивановском доме Путиных и той самой двоюродной племяннице Анне Евгеньевне. Она родилась здесь в 1972 году, как и брат отучилась на медика, а потом вышла замуж и сменила фамилию. У меня в руках очень важный документ – выписка из официального Росреестра. Давайте посмотрим. До 2002 года квартиры в этом доме на улице Сакка владели уже знакомые нам Евгений Путин, Дия Путина и Анна Евгеньевна, ну не Путина, а Логинова. И это все объясняет. По официальной, но ошибочной версии, Логинова – это девичья фамилия жены кемеровского губернатора Цивилева. Но у нас есть документы, которые все расставляют по своим местам. В 90-х Анна Путина вышла замуж за врача-нарколога Льва Логинова, взяла его фамилию и только во втором браке стала Цивилевой. Пойдемте проверять, помнят ли семью Анны Путиной соседи. Знали о Путиных, они тут жили? Да. Мы живем в соседнем подъезде. Ну, то есть жили бы в соседнем подъезде. То есть она жила во втором, мы жили в первом подъезде. Она знает хорошо мою сестру. Анна. Учились в одной школе, в первой. Ходили, гуляли вместе, с гаражей прыгали вместе. Кошек-собак спасали вместе. Владимир играли вместе. Ну, в общем, обычная детская жизнь. Родители у него врачами работали. Хорошо помню только папу. Евгений Михайлович. Да. Ну, и то не так, чтобы хорошо помню его самого прям вот лично. А так вот знаю, что врач. И Путин, это Путину родственники, да? Да, двоюродный, говорит, брат он. Putина? Да. Нет, Владимир Владимирович? В смысле, отец? Не знаю, если они так говорили. Мне-то ведь, я всегда с ними нормально. То есть они прям рассказывали про то, что они родственники, да? Нет, они не так. Ну, как-то она это сказала мне. Я же никому, что мне? Невольно плевать на них. А потом они все вместе уехали. Ну, как-то да. И мне кажется, вот это все случилось где-то на стыке 2000-х, вот так вот. В Москву, да? Да, в Москву. Сюда не приезжали больше. Да, причем именно в Москву. Как-то они очень так резко, спонтанно не уехали. Не то, что вот там задолго они нам говорили, что они куда-то переедут. Ну, как-то вот мы так все, и всей компанией остались без Анюты. Ну, то есть играть уже дальше. Ну, просто вот конкретно стала фамилия Путин. Ну, после 2000 года. А так вот, и неожиданный отъезд их. Вот все, больше ничего такого вот. А так все было хорошо. Будет возможность, передавайте привет. Квартира город Иваново, улица Сакка, 33. Подводим итоги. Вопреки словам Пескова, Путин очень плотно общается с семьей своего двоюродного брата. Настолько, что сделал его сына зампредом «Газпрома», а дочери дал в качестве приданого угольные шахты и целый регион. Но пресс-секретарь президента, наверное, опять что-нибудь скажет про случайное совпадение. Ну, вы помните. Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я сам смотрю по телевизору, думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил. Однако куда более важный вопрос теперь. А правда ли огромный угольный бизнес и целый регион России принадлежит чете Цивилевых, пусть и приходящихся роднёй президенту? Или на самом деле они лишь номинальные владельцы, которых так любит использовать президент России? Один из источников, с которым мы говорили о Колмаре, очень красноречиво ответил на вопрос, кому принадлежит эта компания. «Ему», — сказал он. То, что Цивилевы сами не могли купить угольную компанию, подтверждается многим. Анна до недавнего времени была прописана в этом обычном доме на востоке Москвы. Потом переехала в место пороскошнее, но и этот дом не тянет на жилище долларового миллионера. Тоже и с ее мужем. Сергей Цивилев был отставным морским офицером, пытался строить бизнес, но больших денег не заработал. Только женитьба на племяннице Путина в 2007 году все изменила. Смотрите сами. В прошлом году на шахте Листвяжная произошла трагедия, и у президента были претензии ко всем. Только губернатор Цивилев как будто ни при чем. Каждый день встречаюсь в 10 часов утра с родственниками погибших, объясняем им оперативную обстановку. Я вот уже сказал и прошу вас так и подходить, я знаю
как вы к этому относитесь, и вот так нужно в дальнейшем, а именно разбираться в каждом конкретном случае. И еще важный вопрос. Имеем ли мы право говорить про феодализм в России? Ну, получила одна родственница президента богатое приданное, бывает. А в том-то и дело, что не одна. И наша история лишь один из примеров. Вспомните сами. Когда родная дочь Путина, Катерина Тихонова, вышла замуж за Кирилла Шамалова, тот тоже получил в качестве приданного недра страны долю в Сибуре, компании, которую когда-то выделили из «Газпрома» и передали друзьям президента. Кстати, как только Шамалов с Тихоновой развелся, долю у него отняли. Такие вот они, нравы феодалов. Последний год был непростым для независимых медиа, и наша редакция здесь не исключение. Но несмотря на все сложности и давление, мы продолжаем проводить расследования, разоблачать коррупцию и рассказывать вам о том, что вряд ли покажут на федеральных каналах. Например, мы запускаем новый сезон «Железных масок» – расследований самых вопиющих и невероятных коррупционных схем. И делать это мы можем только благодаря вам. Я хочу сказать спасибо всем нашим зрителям, читателям и, конечно же, донорам. Надеяться мы можем только на вас. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, читайте новые тексты, делитесь ими с друзьями, поддерживайте нас финансово. Мы обязательно расскажем еще много невероятных историй. Мы топливо отнимем у чертей, свои котлы топить им будет нечем. Взорвано, уложено, сколото черное надежное золото.